Привет, друзья! Меня зовут Роман. Это канал про веб, ваш проводник в мире веб-разработки. В этом видео мы поговорим, что такое семантика на странице, что такое семантическая верстка и зачем это нужно и важно. Возьмем, к примеру, сайт новой почты. Что мы можем увидеть на сайте? Есть шапка, есть баннер, есть меню слева, можно отследить накладную, здесь даже слайдер, который работает. Все нам, как читателям сайта, доступно и понятно. Давайте посмотрим, что здесь в коде. Смотрим в код. Body с ID main page. Стили по ID. Div ID footer. Div ID контейнер. И внутри контейнера дивы. В хедере ссылка. Меню опять. Div топ-меню, ну, здесь список. Если вдруг меня смотрят люди, которые связаны с новой почтой, я бы на вашем месте позаботился о доступности вашего сайта. Давайте посмотрим немножко другое. У меня есть инструмент, который может посмотреть ваш сайт по доступности. Итак, что мы видим в структуре? Заголовок H1. Дальше подзаголовки H4, H2, H2, H4. Вот это вся структура, которая есть сейчас на сайте. Вроде бы и понятно, все читаемо, но давайте мы уйдем с новой почты и пойдем в наш код, посмотрим, как сделать лучше. По примеру новой почты, ну, пример только от меня для вас, но больше никогда ему не следуйте, потому что это очень плохой пример или пример, как точно не стоит делать. Мы напишем следующее. Header плюс main плюс footer. Это будет три дива, header, main и footer. Внутри хедера давайте мы сделаем меню. Это будет div меню, внутри которого будут 4 ссылки с текстом link. Вот такое вот меню. Сделаем его красиво. У нас есть div ID header, в нем div меню, div main и div footer. Посмотрим на саму страницу. На нашей странице отображается 4 линка. Давайте посмотрим на структуру. По структуре нет ничего. Давайте немножко улучшим. Мы наш div меню завернем в тег nav, семантический тег, который отвечает за навигацию. Еще раз. И мы видим, что в структуре появился блок навигации. И теперь такие читатели сайта, как скринридеры, мобильные телефоны, планшеты и даже поисковые роботы, увидят в структуре страницы блок навигации. Пойдем дальше и улучшим остальное. Header, main, footer. Так. Footer сюда. Смотрим. И теперь в структуре есть header. В хедере навигация, есть тег main и есть footer. То есть структура нашей страницы становится более логичной, более понятной. Конечно, не нам, не пользователю, а тем устройствам, которые нам помогают все это дело читать. Ну, давайте вернемся к меню. У нас меню состоит пока из дива и 4 ссылок. Чтобы вам показать, почему еще стоит использовать семантические теги и правильную разметку, я установил дополнительное расширение. Оно называется Screen Reader. И оно мне будет помогать читать мою страницу. Сейчас я его включу, и мы увидим, как инструменты, скринридеры, помогают людям с ограниченным, например, зрением или физическими какими-то отклонениями пользоваться нормально, доступно пользоваться сайтами. Я обновлю страницу, и мы услышим, что нам продиктует скринридер. Семантика на странице. Линк.
Ссылка, навигация, заголовок. Как видим, у нас скринридер прочитал title, прочитал слово link и вроде бы понятно. Но давайте пойдем и немножко улучшим структуру нашего меню. Если мы будем использовать список вместо дива. ID-шники я пока не убираю, хотя и нужно было бы их убрать, потому что в 2022 году писать стили через селектор по ID очень плохо. Так, давайте... так, тут будет ли. В ли мы завернем ссылку. И таких ли сделаем 4. Вот, у нас есть 4 элемента списка, внутри которых ссылки. Вроде бы ссылок столько же, но мы добавили нужную структуру. Давайте посмотрим, что изменилось. Сейчас я обновлю страницу, и мы услышим, что изменилось. Семантика на странице. Навигация, список элементов 4. Линк. Ссылка, пункт списка. Теперь, кроме того, что у нас был назван link, то есть слово, которое написано, текст, который сейчас выделен, скринридер также прочитал, что это список в навигации, что здесь 4 элемента, и выделен сейчас элемент списка и ссылка. Количество информации, которую скринридер передает, стало в разы больше. Стало понятно, сколько элементов в меню, какой элемент сейчас выделен. Ну, понятно, если будет разный текст, то и разный текст будет озвучиваться по-разному. Если мы напишем здесь не link, например, а home, about, что там еще может быть, фак, допустим, и contacts, то теперь при обновлении страницы Семантика на странице. Навигация, список элементов 4. FAQ. Ссылка, пункт списка. FAQ, ссылка, пункт списка. Теперь мы знаем, что у нас 4 элемента меню и выделен конкретно фак. Ну, FAQ. Я выключаю это расширение, и я думаю, вы убедились. Что мы сделали? Мы из дивов с айдишниками сделали правильную структуру страницы, сделали правильную структуру меню, чтобы не только пользователям, у которых нормальное зрение, нормальные другие физиологические возможности, то есть в каком плане? Правильно двигаются руки, правильно двигаются ноги, нет защемления, нет ДЦП. На самом деле таким людям тоже хочется пользоваться сайтами, так же доступно, как и нам с вами. И такие люди имеют на это право. И если вы делаете все через дивы, без семантики, вы лишаете этих людей возможности пользоваться вашими сайтами. Что, сами согласитесь, плохо. Поэтому семантика или семантическая верстка – это то, что должно быть у вас. Семантическую верстку на сейчас, на 23 мая 2022 года обязательно должен использовать каждый верстальщик. Что касается тега div, как с ним поступить? Давайте зайдем на страницу MDN, где у нас расписана документация по тегу div. Для начала почитаем определение. Элемент разделения контента div. То есть элемент div не несет никакого смысла, уникального смысла имеется в виду, он всего лишь разделяет контент и является универсальным контейнером для контента. Когда нам рекомендуют его использовать? Для этого нужно прокрутить в примечание, и мы увидим следующую надпись. Элемент div следует использовать только в том случае, если никакой другой семантический элемент, такой как article, nav или любой другой, тут хотелось бы дописать, не подходит. Какие могут быть примеры? Например, я хочу создать два параграфа
и объединить эти два параграфа. Так, секундочку, пишем правильно. Объединяем два параграфа, чтобы в дальнейшем их как-то отдельно расположить с помощью стилей. То есть без логики, просто для будущей стилизации. Это div в wrapper текст. Фактически дивы сейчас можно без зазрения совести использовать только для врапперов и контейнеров. Что такое врапперы, контейнеры и чем они отличаются и как их использовать, я расскажу в следующем видео. Вернемся на страницу документации дива. Итак, используем div только в том случае, если никакой другой семантический не подходит. У нас есть HTML элементы, у нас есть много семантических тегов. Нужно ли знать все? Нужно знать большинство. Потому что так или иначе большинство элементов используются на страницах. Давайте подведем итоги. Итак, семантическая верстка – это подход к разметке, который опирается не на содержание сайта, а на смысловое предназначение каждого блока и логическую структуру. Ту самую логическую структуру – header, main, footer, навигация, теги заголовков, которую вы должны использовать на сайте для того, чтобы сделать сайт доступным абсолютно всем. И устройствам, и поисковым системам, и скринридерам. Это могут быть как программы, так и отдельные устройства. Делайте веб доступным, делайте веб правильно. На этом у меня все. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Это был канал Про Веб. Оставайтесь с нами, будьте про. Пока.